Холодный октябрьский ветер пронизывал до костей, когда Джоэл Барнс ступил на каменистый берег острова Ату, расположенного в отдаленных Улюдских островах. Это место давно стало его излюбленным убежищем для рыбалки. Здесь, вдали от шума цивилизации, он ощущал единение с природой и морем, мог забыть обо всех заботах и полностью погрузиться в атмосферу спокойствия и умиротворения. Несмотря на суровость погоды и рытвины скалистого берега, Джоэл всегда находил здесь что-то особенное. Волнение от поиска улова, свежий соленый воздух и безграничные просторы, от которых захватывало дух. В тот день ветер играл с его волосами, а холодный морской бриз донимал до костей, напоминая о приближении долгих осенних вечеров и уже зимы. Прогуливаясь вдоль берега, он заметил, что прилив отступил дальше, чем обычно, раскрывая под водой участки, которые за годы постоянных наблюдений казались ему непроходимыми и загадочными. Его внимательный взгляд остановился на чем-то необычном – массивной цепи, которая извивалась точно змейкой, уходящей в лапы моря, покрытой ржавчиной и морской флорой. Каждое звено сверкало в тусклом свете пасмурного дня, словно призывая к разгадке своей тайны, взывая к любопытству рыбака. Джоэл знал, что это необычно, ведь с приливом подобные объекты обычно уносит море, а эта цепь оставалась неподвижной. Звенья цепи были настолько массивными, что Джоэл не мог поверить своим глазам. Каждое было толщиной с его собственную руку, покрытое слоем ржавчины, морских водорослей и ракушек, которые с годами намертво прикрепились к металлу. Он присел на корточки, осторожно провел пальцем по холодной поверхности, чувствуя, как металл местами крошился под его пальцами. Это была древняя реликвия, очевидно пережившая много зим и бурь. Чем глубже он смотрел, тем больше загадок возникало. Цепь исчезала в холодных мутных водах у берега, словно ведущая прямо в кромешную тьму неизвестного океанического мира. Почему она здесь? К чему была прикована и что спрятано под толщей воды? Эти вопросы беспокоили Джоэла, заставляя почувствовать легкое тревожное предчувствие чего-то важного. Он быстро достал телефон и сделал несколько снимков, желая зафиксировать это таинственное явление. Однако сигнала не было. Остров расположен в таком отдалении, что связь почти отсутствовала, и поделиться находкой он мог только после возвращения. Тем не менее, Джоэл подумывал, каким образом можно было бы начать расследование или вызвать помощь, если это действительно важно. Вдруг из-за спины донесся хриплый голос. Это был Том Кларк, старый смотритель маяка, единственный постоянный житель этого заброшенного острова. Том, человек суровый и молчаливый, подошел близко и взглянул на цепь с выражением глубокого сомнения и тревоги, словно догадывался о чем-то зловещем. Том рассказал, что прожил на Ату более 30 лет, но никогда не сталкивался с чем-то подобным. Его взгляд потемнел, когда он начал рассказывать об историческом прошлом острова. Во времена Второй мировой войны здесь происходили кровопролитные бои и страшные события, которые надолго отразились на памяти тех мест. В 1942 году японские войска захватили остров, используя его как стратегическую базу для своих операций в Тихом океане. Несмотря на сопротивление американских войск, освобождение Ату в следующем году сопровождалось ожесточенными боями и значительными потерями с обеих сторон. Он вспоминал про множество кораблей, потонувших в этих водах, оставивших после себя мрачные тайны и необъяснимые загадки. По рассказам Тома, многие из тех судов таили внутри себя страшные секреты – вооружение, оружие массового поражения и неопознанные вещества, которые, возможно, до сих пор остаются на дне. Джоэл, слушая старика, почувствовал, как по спине побежали мурашки. Эта цепь могла быть ключом к пониманию чего-то гораздо большего, чем просто забытый якорь. Тем не менее, Том осторожно предупредил: некоторые тайны лучше не тревожить, особенно в таких местах, как Ату. Независимо от сомнений, Джоэл принял твердое решение связаться с береговой охраной, ведь знающие люди должны разобраться в этом. Однако шторм, бушевавший на море в тот момент, делал немыслимым как отправку команд, так и коммуникацию с материком. Дождь усиливался,
Волны становились все более неуправляемыми, и прогрессивный холод проникал даже сквозь одежду. Джоэл, вернувшись в свою хижину, неоднократно пытался дозвониться в службу экстренного реагирования, внимательно следя за новостями с радиостанции и анализируя полученные снимки. Он понимал, что найденная цепь – это не случайный мусор, лежащий без дела. Ее сохранившийся вид и величина указывали на связь с чем-то значимым и древним, возможно, с огромным военным судном, лежащим на дне неподалеку. Такая находка могла пролить свет на давно забытое прошлое и, возможно, раскрыть мрачные страницы истории острова. Джоэл чувствовал внутреннее противоречие, страх перед неизвестным и желание докопаться до правды, чтобы придать ее огласке. Капитан Сара Митчелл по прибытии на Ату внимательно изучила фотографии и информацию, присланную Джоэлом. Она понимала, перед ними не просто историческая реликвия, а потенциальная угроза, учитывая военное прошлое острова и возможное наличие опасных материалов. Сара собрала небольшую, но профессиональную команду – водолазов, техников и офицеров, готовых к трудным условиям и опасным погружениям. По прибытию на остров команда сразу направилась к месту находки, где цепь была еще отчетливее видна при отливе. Один из водолазов, Анна, опытная специалистка с глубокими знаниями японской истории, внимательно изучала цепь и осколки металлического корпуса. По ее мнению, эта цепь могла принадлежать исключительно крупному военному кораблю, возможно, линкору или тяжелому крейсеру времен Второй мировой. Джек Коннор, ветеран военно-морского флота, подтвердил это, подтвердив серьезность находки и ее связь с военным прошлым острова. Атмосфера на острове стала напряженной. Все чувствовали, что вскоре им предстоит встретиться с чем-то, что изменит их восприятие истории и, возможно, самих себя. Водолазы начали первое погружение по цепи, которая уходила в морскую пучину под углом вниз. По мере снижения видимость ухудшалась, а вода становилась все холоднее и мрачнее. На глубине в 60 метров они обнаружили корпус судна, лежащий на боку, частично разрушенный, но все еще хранящий четкие следы военного прошлого. Анна и Джек обнаружили номер и маркировку. Корабль оказался японским тяжелым крейсером, потерпевшим крушение во время войны. Их находка вызывала одновременно восторг и ужас. Большой корабль с долгой историей, явно бывший ареной не только военного, но и гуманитарного кошмара. При осмотре структуры судна водолазы наткнулись на огромную дыры в корпусе, следы боевых повреждений. В недрах корабля они нашли помещение, странно напоминающее лабораторию, с клетками и оборудованием, явно созданным для проведения опытов и экспериментов. Водолазы обнаружили множество боеприпасов, включая артиллерийские снаряды и морские мины, многие из которых были промаркированы химическими символами. Анна, изучая документы, поняла, что речь идет о химическом и биологическом оружии, разработанном японскими военными во время войны. Продвигаясь дальше внутрь затопленного крейсера, водолазы наткнулись на страшные свидетельства зверств, записи экспериментов над живыми людьми, включая местных жителей и военнопленных, которых превращали в подопытных существ в попытках изучить воздействие новых видов оружия. Это была одна из самых мрачных глав истории Японии – ужасы тайных лабораторий, официальные попытки замалчивания и забытия. На поверхности капитан Сара, Джек, Анна и Том, старый смотритель, усвоили, что они нашли не просто корабль, а целый комплекс секретных военных исследований и вооружения, чьи последствия могли быть по-настоящему катастрофическими. Сара приняла решение немедленно эвакуировать водолазов и вызвать специалистов, учитывая угрозу распространения биологических веществ. Однако сделать это было нелегко. Шторм и технические трудности вносили свои коррективы. Когда Анна, несмотря на опасность, вернулась за дополнительными документами, произошел инцидент. Повреждение одного из контейнеров с биологическими образцами. Темная жидкость просочилась в воду, и, возможно, именно тогда она заразилась неизвестным смертельным вирусом. Симптомы болезни развивались молниеносно. Высокая температура, внутреннее кровотечение и сильнейшая слабость. В мгновение ока вся команда оказалась втянутой в борьбу за жизнь и спасение. Анна после приема найденного противоядия пережила мучительную стадию болезни,
Но, как выяснилось, именно японское лекарство, созданное для персонала лаборатории, спасло ей жизнь. Это было ужасно и одновременно удивительно. Лекарство сначала усиливало симптомы, вызывая внутреннюю борьбу организма, но затем победила болезнь. Между тем заражение распространялось по морю, убивая рыбу, птицы, угрожая экосистеме острова и даже материка. Капитан Сара была вынуждена принимать тяжелые решения. Оставить водолазов подвешенными в опасности или рискнуть всем для спасения мира от биологической катастрофы. Джек отправился на новое погружение в поисках нейтрализатора. Вещества, способного остановить распространение заражения в морской воде. Его путешествие в глубины крейсера было наполнено опасностями. Новые обвалы, ухудшение состояния судна, ограниченность кислорода и постоянное давление времени. В момент, когда Джек открыл сейф с нужным флаконом, корабль начал сходить с места своего затонувшего покоя, скатываясь в подводную расщелину. Массивные обломки заблокировали его, и теперь все зависело от усилий техника Дэвида и смекалки команды на поверхности. После напряженной борьбы и рисков Джек был спасен, хоть и с серьезными травмами. С нейтрализующим веществом команда смогла приготовить раствор и распылить его над зараженным морем с воздуха. Реакция была почти мгновенной. Вода начинала очищаться, мертвая рыба исчезала, и экологический баланс медленно восстанавливался. Вскоре прибыли военные и ученые, чтобы расследовать происшествие и обезопасить район. Однако спасение истории и правды столкнулось с новой угрозой. Государственные агенты потребовали забыть о находке и представить ее официальной версией как обычное крушение безопасных материалов. Правительство снова пыталось скрыть темные страницы истории и обойтись без скандалов и международных разбирательств. Тем не менее, Анна, проявив смелость и убежденность, тайно сохранила копии ключевых документов и спустя год опубликовала их в книге, которая вызвала резонанс и международный скандал. Люди узнали о страшных экспериментах на острове Ату и о бесчеловечной цене войны и секретов. Том Кларк, старый смотритель маяка, ушел из жизни, но перед смертью предупредил: хотя некоторые тайны должны оставаться в глубинах, правда слишком важна, чтобы ее скрывать. Джек продолжил службу, но никогда не забывал тех часов в глубинах затонувшего крейсера, где столкнулся со смертью и ужасом. И хоть остров поглотила тишина, местные рыбаки подчас все еще слышали таинственные звуки из глубины. Словно призраки прошлого не могут найти покой, а цепь, обнаруженная Джоэлом, стала связующим звеном между прошлым и настоящим, между забытыми преступлениями и громом справедливости. Море, как всегда, помнит все и рано или поздно отдает свои тайны тому, кто осмеливается их услышать.